Мы продолжаем с вами нашу тему семейные взаимоотношения, положение женщины и мужчины в семье в соответствии с ведическими писаниями, которые описывают не только грубую материальную деятельность, но также тонкую и духовную. И целью такой деятельности является освобождение живого существа из плена материальной природы, которая является низшей природой. То есть возвращение человека назад в трансцендентный мир, в духовный мир, возвращение его к своим вечным обязанностям, в духовную семью, в духовном теле, для духовной деятельности, сачитананда, вечность, знание и блаженство. Итак, вчера мы с вами обсудили всевозможные качества женщин и мужчин. В частности, мы сейчас с вами обсуждаем в большей степени обязанности женщины в семейной жизни, поскольку вся ведическая литература и также все писания мира особо подчеркивают важность поведения женщины. И Шримад Бхагаватам, который является зрелым плодом всего ведического мистицизма, если мы будем говорить ведический, значит мы сразу подразумеваем знания, относящиеся ко всем видам проявлений в материальном мире, грубым, тонким, еще раз повторю, духовным, которые не ограничиваются рамкой какой-то определенной культуры. Речь идет вообще о культуре. То есть, что является культурой и что таковой не является. И мы помним, как любая цивилизация или любая культура проходит эти 5 стадий. 5 стадий. Сейчас, может быть, лучше перечислить снизу вверх. Адхарма, безбожие. Асурадхарма – это определенное исполнение обязанностей, но с концепцией человек – властелин мира и господин природы. Все, что природа не отдаст мне, я возьму у нее сам. То есть принцип эксплуатации. Асурадхарма. Адхарма значит нет никакой культуры, каждый действует по собственной прихоти. Действует так, как ему вздумается. Или то, что называется викармой, греховной деятельностью, или папой. Асурадхарма это значит, живые существа придерживаются определенных норм поведения, но исключительно ради эгоистических целей. Но у них существуют правила и предписания. То есть есть определенная культура, но это культура демонов. Асура означает те, кто против света, то есть слуги тьмы. Сура означает великий свет, или Ра означает солнце. И Асура это те, кто против света, против солнца. Итак, следующим этапом идет Чаладхарма. Чаладхарма это культура, также является культурой все-таки, поскольку в Ведах она описывается, но является культурой низшего порядка. Вот с этого момента мы можем говорить, что начинается какая-то культура, хотя культура начинается даже с уровня Асурадхармы. Только есть одна ступень бескультурия, которая называется Адхарма. И Кришна говорит: яда хитхармасья гвани бхавати барата абхютанам адхармасья тадатманам сриджам яха. То есть только тогда, когда царит адхарма, я прихожу. Итак, в результате адхармы всегда приходят демоны к власти. Мы можем проследить эту градацию, что адхарма является причиной появления асурадхармы. То есть безбожие приводит к тому, что власть захватывает демоны. Это несомненно, мы можем проследить это в нашей стране. Что власть постепенно перешла в руки демоничных живых существ. Как результат асурадхармы, правления демонов, приходит Мессия. И так мы наблюдаем другой вид культуры, который называется Чаладхарма. То есть демоничное правление, несомненно, связано с появлением Мессии. И говорится, когда демоны правят, тогда начинают звучать священные писания открыто. Мы видим, как в истории христианства демоничная культура иудеев привела к тому, что пришла Мессия, Христос. И Кришна также говорит об этом, что я прихожу только тогда, когда адхарма,
А результатом адхармы является асурадхарма. И людям тогда очень тяжело жить. Люди становятся неправедными. И тогда я прихожу восстановить религиозные принципы, наказать демонов и защитить преданных, защитить святых или верующих людей. Чала означает сезон. И так появляется чала-дхарма. Это означает сезонное учение, которое необходимо для того, чтобы отстранить людей от демонических представлений. Об этом представлении господства. Так как результат чала-дхармы люди немного становятся способными принимать, что есть верховенство, есть Бог, есть высшие живые существа. Как результат этого Кришна дальше начинает обучать людей, и появляется упадхарма. То есть, когда мало религиозности, нужно еще и качество. Можем видеть, как люди религиозные, они ходят в церковь, ходят в мечеть, ходят в дацаны, в буддийские храмы, ходят в индуистские храмы. Но качество иногда остается позади. Человек христианин, считает себя христианином, носит крестик, он ходит в церковь, но он не обладает качествами христианина. То есть он лжет, ворует, прелюбодейничает, совершает разные виды греховной деятельности. Таким образом, это еще чала. То есть человек стал религиозным, но не проявляет никакой природы качества. Мы видим, очень мало людей следует заповедям Иисуса Христа. В основном они действуют формально, то есть словесно, что мы христиане. Но они не следуют этим даже минимальным заповедям, этим 10 заповедям, которые в йоге называются яма-нияма. 5 ограничений и 5 обязанностей в религиозной деятельности. И мы видим 10 благородных истин Будды, 10 заповедей Магомеда, 10 заповедей Иисуса Христа. И так мы видим, что везде прослеживается яма-нияма, то, что на санскрите называется яма-нияма. И шастры говорят, что говорится ровно столько, сколько может быть понято людьми в данной культуре, в данной местности, при данной деградации. Но говорится одно и то же. Если мы с вами рассмотрим все 10 предписаний Будды, 10 предписаний Магомеда, 10 предписаний Христа и 10 предписаний Кришны, то мы увидим, что 10 предписаний Кришны постепенно трансформируются до 10 предписаний христианства или мусульманства. Но говорится об одном и том же, просто ограничения становятся более растворимыми, то есть менее жесткими. Поскольку люди, обладая определенным потенцией греха, не способны следовать жестким правилам и предписаниям, то есть идеальной жизни. Но все равно им говорится о тех же 10 заповедях. Итак, чала-дхарма позволяет людям приобщиться к религии. И появляется упадхарма, то есть определенная культура, которая позволяет развить теперь еще и качества, необходимые для высшей духовной деятельности. Итак, люди появляются, у людей говорится, основное качество христианина – это смирение. Если мы не видим смирения, то ни о каком христианине не может быть и речь. Говорится, все дурные качества останутся с человеком навсегда. Даже если он объявил себя христианином. Если у него нет смирения, все дурные качества, как бы он там ни молился, остаются с ним. Также мы видим это в нашем смысле точно так же происходит смирение. Очень важный фактор. Это база, на которой строится все остальное. И Кришна также говорит. Тадвидхи пранипатина парипрашнена савая падычьянти тегянам янина статва даршинаха. Что он говорит, попытайся узнать истину, обратившись к истинному духовному учителю, вопрошая его смиренно. Кришна подчеркивает это смирение, как важный фактор духовной жизни. Если человек не смиренен, он не сможет понять духовной науки. Он сможет понять тонкую материальную науку, но при этом также нужно смирение, которое выше грубой материальной науки. И даже чтобы понять, мы видим, даже чтобы учиться в школе, понять, что человек произошел от обезьяны, нужно смирение. Все равно надо подчиняться учителю. Даже чтобы гадить, нужно кому-то подчиняться. Мы видим, даже вор, он подчиняется вору в законе. Таким образом, везде необходимо смирение разных уровней. И если мы говорим об этих понятиях и о семье, то также и семья, там проходит культура. Там есть женщина и мужчина. Поскольку культура подразумевает общество людей. И тогда, когда у людей появляются необходимые качества, смирение, уважение по отношению к духовным авторитетам, сострадание, эти важные принципы, важные качества, необходимые для того, чтобы была способность воспринимать что-то, то есть получить понимание, развить
эти способности, которые называются теджес, оджес, то есть это внутренние энергетические способности. Если нету теджеса, нету оджеса, человек практически не может понять духовных сфер. Ему очень тяжело. И этот оджес и теджес дается при помощи того, что у человека развивается гуна благости. Все его поступки становятся пунья, благочестивыми, а не папа греховными. Так он начинает отделять грех от благочестия. Потом он приобретает необходимые качества и расцветает культура в своей изначальной духовной природе, которая называется санатана дхарма. Санатана значит вечное, конституциональное положение живого существа. Вигьяна, то есть живое существо начинает культивировать свои отношения с Богом. Даже здесь, находясь в материальном мире, о том, что говорят христиане, на земле, яко и на небе. Это означает, что на небе, в духовном мире все любят Бога, и все правильные отношения строят между собой, исключительно по желаниям Бога. И поэтому там есть счастье, есть любовь. И Христос везде говорит об этой любви, что любовь правит миром. Здесь мы в нашем случае видим, что ненависть правит миром. В материальном мире все пропитано ненавистью, завистью. В духовном мире все пропитано любовью, и любовь правит миром. Таким образом, когда говорит Христос, что на земле, яко и на небе, Он подразумевает, что здесь также может быть культура любовных взаимоотношений. И когда мы говорим культурный человек, мы подразумеваем человек с любовью, относящийся ко всем. Это и есть культурный человек, интеллигентный человек. Это ведическое представление об обществе, о культуре. И злой человек, не любящий никого, можете сразу знать, хоть он доктор наук, академик, хоть кто он. Если он не любит людей, не любит живые существа, не милосерден, не сострадает, не правдив, не аскетичен, он не образованный человек, это не интеллигентный, это не культурный человек, это невежа. Таким образом мы можем видеть, как в разных культурах или в разных вот этих формациях существует понятие о благочестии, о культуре, о грехе. И также центром любой культуры является семья. И мы с вами разбирали эти взаимоотношения, которые связывают нас с демоническими представлениями. И мы говорили, что женщина является хранительницей очага, то есть семьи, дома. Женщина именно. И мы видим, как во всех религиозных системах, везде абсолютно указывается именно на женщину. Потому что женщина-мать. Женщина-мать. И есть отец. Таким образом, семья подразумевает наличие двух членов. В первую очередь, отца и матери. А если мы говорим отец и мать, мы не говорим жена и муж, мы говорим отец и мать. Почему? Потому что мы подразумеваем, что есть ребенок, который так будет называть. Папа и мама. Папа? Хотя на санскрите папа означает грех, а чада означает оболочка на санскрите. Таким образом, сейчас мы видим, как в русском языке говорят папа, а значит грех, произведенный грехом, греховодником каким-то, который не прошел, не имеет культуры любви к Богу. Если человек не имеет культуры любви к Богу, как же он может произвести какого-то хорошего человека? Поскольку жизнь – это есть любовь. Вся жизнь поддерживается любовью. Мы все видим, что ради любви мы живем. Мы все ищем любви. Мы все время надеемся на эту любовь. И любовь движет нашей жизнью. Поэтому слово «жизнь» и «любовь» должно быть правильно понято, что я живу, пока я люблю. И я живу, пока я любим. Таковы принципы культуры. И мы видим, что когда общество построено на любви, все любят и любимы, никто не совершает самоубийство, никто не режет себе вены, никто не хочет застрелиться. Зачем? Посмотрите, сколько проблем в обществе только из-за того, что в нем нет любви. Кто-то хочет застрелиться и застрелить другого, кто-то хочет убить сам себя, кто-то хочет убить других. Появляется война, Курукшетра. Она описывается в Бхагавад-гите. Курукшетра. Два параюга, когда общество разделено на демонов и на праведных людей. И между ними большая вражда. Арджуна хочет шагнуть в костер погребальный, что слово свое не сдержал. Если все в любви делается, сражаться неким, не надо никаких погребальных костров, не надо никакой войны. Зачем война? Не нужны войны. Войны возникают только тогда, когда мы хотим господствовать над чем-то.
Мы хотим воевать за объекты чувственных наслаждений, за власть, за почести, за обладание женщинами. Секс толкает на войну, похоть. Таким образом, говорится, в духовном мире никто не воюет. Там нет необходимости в кшатриях. Также там нет необходимости в брахманах, потому что все обладают знанием. Зачем брахманы? Зачем кшатрии? Все обладают полным знанием. Но там также и подразумевается, что бывают там брахманы. Зачем? Зачем брахманы? Чтобы их защищать. Чтобы сохранять этическую сторону, старшинства. И мы видим, как на Галока в Вриндаване Кришна Вайшья мирно пасет коров, производит продукты питания, играет на флейте. Зачем шудры? Зачем войны? От кого там защищаться? Все люди праведные. Пасутся на полях мирные животные, ребятишки играют. Ничего не нужно. Не нужны войны. Зачем войны? От кого защищаться? Все наши. Немцев нет. Китайцы не нападут. Все люди умиротворены. И не просто умиротворены, они любят. Так и семья. Когда в семье все пропитано божественным знанием, никогда не бывает распри. Никогда. Никто не будет ругаться. Дети не будут ругаться. Мать с отцом не будет ругаться. Почему? Потому что все живут культурно. А культурно мы говорим, значит, в любви. Где взять эту любовь? Мы разучились любить. Эта ненависть нас сжигает. Почему мы ненавидим? Говорится, гнев является следствием вожделения. Поэтому мы так ненавистны друг другу. Даже здесь мы видим, когда приходим в религиозное общество, у нас столько стычек. Мы культивируем духовную жизнь и поделились на разные нации, на разные сообщества, на мадхи, на сампрадай. Смотрите, какой мир делит все. Здесь все разделяется. Нет никакого единства. И каждый сражается за место под солнцем. Каждый сражается за свой авторитет. Каждый сражается за господство, за обладание. Все претендуют. Поэтому Кришна приходит и говорит, я на самом деле повелитель всего. Даже не ругайтесь. Даже не ругайтесь, все мне принадлежит. Все мое. Вот я и мое. Все принадлежит мне. И только почему мне все принадлежит? Потому что я всех люблю. Я всех люблю. Но вы меня не любите. Вы забыли о своей любви ко мне. Поэтому вы испытываете такую же ненависть друг к другу. Вы забыли о любви. Итак, когда мы говорим семья, мы говорим любовь. Потому что семья появляется как будто бы из любви. Мужчина любит женщину. Женщина влюбляется в мужчину или наоборот. Мы говорим о любви. Но любовь — это оказывается целая наука. Наука любви. И мы говорили от Кама-сутры до Шримад Бхагавата. До Веданта-сутры. Шримад Бхагавата — это комментарий к Веданта-сутре. Есть Кама-сутра и есть Веданта-сутра. Еще называют Брахма-сутра. Итак, человек должен разобраться, что же есть любовь. И оказывается, любовь — это тогда, когда мы избавляемся от ненависти. Ненависть является результатом вожделения. То есть желание независимости от Бога. Во всех его проявлениях. Поэтому у нас нет любви, потому что Бог — любовь. Это факт. И когда мы видим, что кто-то говорит, что Бог — это свет, а свет-то чего? Любви. Поэтому он всех привлекает. Потому что все живые существа привлекаются любовью. Кто-то любит деньги. Это разве не любовь? Он трансформируется до любви к деньгам. Почему? Потому что деньги дают чувственное наслаждение. У него любовь к чувственному наслаждению. А кто является наслаждающим чувством? Кришна. Поэтому, когда кто-то говорит, демон кричит, мне не надо Бога, я его не люблю. Он врет, он просто не разобрался. Он не понимает. Кришна сокрыт от него. Он видит что-то, он что-то чувствует, что он что-то любит. Власть. А кто власть дает? Кришна. Я люблю власть. А Кришна и есть вся власть. Кто любит славу? А кто вся слава? Кришна. Люди не разобрались, и Прабхупада говорит, все ищут Кришну, все любят Кришну, все хотят Кришну. Они просто вожделение застилают
Они не видят Кришну. Кришна говорит, я сокрыт от глупцов и негодяев своей внутренней энергии. Энергия наслаждения Кришны. Любви к Кришне. Они меня не видят, потому что не хотят любить. Мы тоже иногда не замечаем свою мать с отцом. Почему? Они-то нас любят, они все время о нас думают. А мы о них не думаем. Почему? Что же нас скрывает от них? Почему мы не испытываем то же самое чувство? Потому что мы рассматриваем своих родителей как что? Конечно, как объект своего наслаждения. Они рассматривают нас как объект нашего наслаждения. Они хотят всегда лучше, все лучше. Поэтому они больше о нас думают. Потому что они как бы немножко погружены в наши чувства. Поэтому они больше нас думают. Они нас видят во сне. Везде нас видят. Думают о нас. Манману пхалу мадбакто. Падают перед нами ниц. Мы их боги. Дети как боги. Особенно если вы их любите. Все, они вами управляют. Смотрите, как здесь в материальном мире. Если вы любите машину, вы все время о ней думаете. Во сне ее видите. Почему? Потому что вы все время на нее, все время сконцентрированы, как ее наладить, как удовлетворить. Она источник вашего наслаждения. Когда мы понимаем, что Кришна источник нашего наслаждения, мы тоже будем думать о нем. Но мы не думаем, что Кришна источник нашего наслаждения. Мы стали негодяями. Поэтому в семье также должна соблюдаться определенная дхарма. И Кришна говорит дхарма, санатна дхарма, упадхарма, чала дхарма, асура дхарма и адхарма. Адхарма. В семье также процветает. Раз семья это часть государства, то в семье также мы можем видеть. В какой-то семье асура дхарма. И мы вчера это обсуждали. Женщина-вор, женщина-убийца, женщина-господин, женщина-хозяин. Это асурадхарма. Есть женщины, которые вообще никаким образом себя не проявляют. То есть они в семье никак себя не ведут. Эти женщины адхарма. Что такое адхарма? Который становится очень доступным для всех. Очень доступным. Для любого. То есть женщины рассматриваются просто как объект чувственных наслаждений. Мы сейчас это видим. То никто не хочет нести ответственность за свои сексуальные взаимоотношения. Никто абсолютно. Это адхарма. А асуры даже ведут, они и то, асуры даже какой-то проявляют, у них какой-то долг есть. Даже демоны. Говорится, у демонов есть такой вид брака. Они должны принять обязанности за тех, кого они изнасилуют. Да. Да, демоны должны принять ответственность за тех, кого они изнасилуют. Манушьи не будут насиловать. Деваси тем более. Деваси только с согласия. Манушьи тоже. С каких-то указаний, чего-то еще они делают. С чувств. То есть взаимность. Манушьи и деваси, то есть люди и полубоги, божественная натура, они хотят взаимности. Что, привлеклись? Они против такого секса, господствующего. Против таких отношений, что мне хорошо, и тебе плохо. Только из-за того, что мне хорошо. Это асури. Но даже асури, то есть демоны, они принимают ответственность за тех, кого они изнасилуют. Поддерживают потом. Гарем там какой-то, дают им там поесть, попить, как-то защищают их. Что же сделать? Я, так сказать, ее изнасиловал, буду защищать теперь. Даже демоны следуют такой дхарме. Что же такое адхарма? Когда вы не следуете ничему. Никого не защищаете. Просто пользуетесь и все. И вам чихать за, против. Просто я не буду отвечать за тебя. Сама виновата. Или как это? Не виновата я, он сам пришел. Никакой ответственности. Нет никакой культуры. И так в семье точно так же может быть. Адхарма. Никакой ответственности. За свои слова, за свое поведение, за свои чувства. Никакой ответственности. Безответственные личности. И в первую очередь Арджуна беспокоится о женщинах. Поэтому мы продолжаем разбирать эту силу, женскую потенцию. Женскую потенцию. Итак, мы видим, что здесь наука присутствует. Во всем наука. Что значит наука? Наука нужна для того, чтобы сделать человека счастливым. Если какое-то знание не делает нас счастливыми, зачем оно нужно? Что-то хочет дать нам. А что мы хотим-то, когда мы получаем знания? Мы хотим наслаждаться. Никто не будет обучаться, как страдать. Вы ни одной школы не найдете, как страдать. Да, нет ни одной школы, как страдать.
Что страдать все знают как. Все школы говорят, как наслаждаться, и каждый претендует на что лучше. Так? Почему туда бегут? Они там говорят, что мы вас так обучим, будете вообще наслаждаться, здоровничать. Поэтому люди идут. Поэтому мы говорим, что школа это значит, чему-то мы обучаем. Как стать наслаждающимся, как стать счастливым. У всех разные понятия, поскольку мы все разные. Кто-то на уровне адхармы находится. Никаким правилам, предписаниям не следует, никакой ответственности полностью. Пей, гуляй, наслаждайся. Ешь, спи, обороняйся, совокупляйся. Как животное. Хотя получил человеческую форму. Нет культуры никакой. Кто-то как асура наслаждается. Но у него, по крайней мере, есть какая-то ответственность. И так далее, и так далее. То есть, потому что демоны тоже есть разных градаций. Равно, допустим, крал женщин, так он за ними ухаживал. Он их воровал, они у него там были обеспечены, наслаждался с ними. Это не значит, что он там вступал с ними в связь, он выкидывал их на улицу куда-то, иди отсюда. Давал там $100, иди отсюда. Нет. Он их воровал, так он их содержал. Хотя он был демоном. Он какие-то правила, у него какая-то мораль была, демоническая хоть, но мораль. Тут никакой морали уже не существует. Абсолютно. И мужчины определяли, как определить девственность. Но шастры говорят, это так легко. Женщина мгновенно теряет стыдливость перед мужчиной. Она считает, что, в общем-то, можно близко достаточно общаться. И вы можете увидеть это также. Можете увидеть. Есть признаки сразу в поведении, когда женщина теряет девственность. То есть, которая даже телесные целомудрие теряет. Это сразу отражается на потере стыда. Потере стыда, потому что ей внушают, что это очень ценно. Когда она ценность теряет. Вот вы видели, когда человек теряет ценность? Это сразу же по нему видно. Как вы думаете? Ну, представим, что-то для нас было ценное, и у нас это украли. По нам это видно? Сейчас представьте, у вас есть ценность, сейчас кто-то зайдет и скажет, вот твой кошелек нашли и все. И вот какое у вас лицо? Тут же, мгновенно. Вы потеряли ценность. Как вы только осознали, что вы ее потеряли, все, у вас совершенно другой внешний вид. Вы по-другому говорить начинаете, по-другому двигаться начинаете, да? Вот точно так же и здесь. Для женщины это очень важная ценность, целомудрие, даже телесное. И родители всегда девочек учат об этом. Даже в нашем обществе, даже сейчас. Я не знаю, насколько, в каком, но девочек учат. Давай, смотри, туда не ходи, туда не смотри. Хотя, чтобы она стала целомудренной, никто не хочет дочь проститутку. Никто. Потому что с этой дочерью придут горести, придут проблемы. Никто не хочет этого. Но говорится, что когда человек начинает практиковать знания, то есть идет путем божественной науки, он может даже превзойти полубогов. Превзойти. То есть вот это знание, которое нам дается, ведическое знание, может поднять любое живое существо. И говорится, что духовный прогресс определяется чем? Ослабеванием сексуальных желаний. Поэтому для материалиста и для человека оскверненным сердцем, для него любовь это секс. Да, поэтому все говорят, давай полюбим друг друга, давай любовью займемся. Животные. И Прабхупада говорит, то, что доступно свиньям, собакам и кошкам, они говорят о вожделении. Поэтому, когда человеку говорят отказ от сексуальной жизни, он сразу говорит, зачем жить тогда? То есть он думает, что жизнь вся строится на вожделении. Это демон. Поэтому Кришна говорит, они думают, что нет иной причины, кроме вожделения. То есть если живем только ради вот этого. Это вожделение, это демоничный склад мышления. Видите, даже сложно это понять, да? Вот как это так? Потому что у всех любовь всегда это секс. Видите, поэтому мы практически лишены способности понять, что такое божественная любовь, даже с уровня полубогов. Нам даже трудно понять эти отношения, которые я перечислял, как служанка. Поэтому мы не находимся сейчас в обществе служанок среди жен. Почему? Потому что мы также почти редкий случай находим слуг хороших. Есть такое понятие Нараяна Джвара. И есть история в Пуранах, когда продемонстрировали эти взаимоотношения. Нараяна Джвара это мороз. Да? Дед Мороз это как бы проявление также Нараяна Джвара. И в русском варианте есть такая морозка, там что-то такое, какая-то история, как девочка одна попала к Деду Морозу, Нараяна Джвара, и как он ее испытывал.
Он ходил вокруг нее, и мороз. Он говорил, ну как тебе холодно? Она говорила, нет, не тепло. Он опять ходил, говорил, как тебе холодно? Она говорит, да что ты, как меня греешь ты? Он опять ходил, и она вот уже должна была умереть. И он сказал, ну как, когда ты пожалуешься? Она говорит, ты что, я такая никчемная. Ты за милость вообще считаю, ты меня так обогреваешь. Но она умирала от мороза. И только видя, что она так унижает сама себя, считая себя такой никчемной и позволяет, то есть даже смерть ей не страшна. Он одаривает ее всем. Полностью. Знаете, да? Слышите? Все отдает ей абсолютно. Через это унижение. Или мы знаем, как две девушки приходят, и одна служит, и он говорит, это кто здесь так сделал? То есть она и так навела все хорошо, а он ее ругает. И она говорит, так это я такая глупая так сделала, прости меня. А ты знаешь, что ты за это что получишь? Он говорит, ты за это ничего не получишь. Она говорит, так я и не хотел. Мне за счастье было сделать для вас это. Он, да не ври, ты что? И он все время ее атакует. Унижает ее, все время ее оскорбляет. И она говорит, какое счастье, что вы хотя бы вообще на меня даже голос свой тратите. Я уже счастлив, уже это награда. И он все время говорит, ну тогда иди вон, ничего не получишь. И она говорит, спасибо большое. И он говорит, нет, тогда стой. И отдает ей все. То есть приблизительно, чтобы понятно было. Она полностью завладевает сердцем. Нам очень сложно понять Радху, как она любит Кришну. Такой тип взаимоотношений, любовных, супружеских взаимоотношений, который выражается в этой паракее Бхавы. И говорится, вот этой любовью Радхи и Кришны творится все духовное и материальное творение. Все поддерживается только этим. И на самом деле эта любовь Радхи, она поддерживает даже Господа Баларама. Даже Господь Баларама, он же тоже любит Кришну. Где он черпает эту любовь? В этих отношениях Радхи и Кришны. И Кришна стоит в центре этих любви Радхи. Вы знаете все эти истории. Как Радха любит Кришну. Что Кришна все для нее. Она даже не может умереть из-за любви. Почему? Потому что так сильно любит, что смерть она отступает. Это любовь Радхи. То есть смерть, она даже не приходит. Она боится вообще. Когда она приближается к такой любви, она растворяется. Это смерть смерти. Любовь – это смерть смерти. И смерть, говорится, чтобы выполнить свои функции, должна подальше держаться от любви. Потому что тогда она растворяется. Любовь растворяет эту смерть. И Патанджали описывает в своей йога-сутре, когда он описывает все шакти, он говорит, самое быстрое продвижение почему-то происходит, когда есть любовь. Я не могу понять этого вида шакти. Все виды энергии растворяются в этой бхакти-шакти. Он говорит, все виды. Поэтому он провозглашает, это остается для меня непостижимым. И я не могу описать качество бхакти-йоги, поскольку я бессилен перед любовью. Я не могу понять, как это так происходит, что эта любовь, это чувство, оно становится самым мощным двигателем и самым сильное влияние оказывает на все. Все бессильно перед любовью. И он говорит, я не могу понять. Это непостижимо. Ачинтья. Любовь непостижима. Она вне логики, вне справедливости, вне закона, вне правил, вне предписаний. Все, где есть любовь, все проигрывает. Любовь даже выше закона, выше всех видов нравственности, всех правил и предписаний. И говорится, что все подчинено любви. И все это существует только для того, чтобы достигнуть любви. Когда есть любовь, не нужны никакие законы, никакая справедливость, никакие предписания, правила. Почему? Потому что всем правит что? Любовь. Таково положение любви. Итак, Кришна говорит, если бы я не исполнял дхармы, весь мир бы ввергся в грех. Таким образом, Кришна говорит о том, что все должны следовать определенным правилам, предписаниям. И мы вернемся. Итак, женщина становится защищенной, когда муж начинает поклоняться Богу. И когда женщина видит такое поклонение, она может начать свою садхану также. И Прабхупада, вот здесь мы вернемся теперь уже к роли мужчин. В чем же роль мужчин?
Говорится, мужчина не должен обманывать женщину. В чем? Что она с ним будет счастлива. Если мужчина не посвятил свою жизнь освобождению, то он обманщик. Потому что такой мужчина никогда не даст женщине счастья. А поскольку женщина глупа, она думает, что он даст ей счастье. Он даст ей лишь одно горе. Рождение, старость, болезнь и смерть. Он даст ей материальный процесс. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Поэтому, говорится, женщина может начинать свою садхану, то есть развивать все эти качества, становиться достойной женой, когда она видит первый импульс мужчины, что мужчина устремился к возвышенным целям. А не просто является грехометхой, который все делает для наслаждения чувств детей и жены, и родственников. И это ему приносит самое высшее что? Удовольствие. Что я обеспечил тела своей жены и тела своей. Но мне есть это тело. И в этом проявляется самый высший обман. Самый высший обман мужчины, что он не культивирует «я не есть это тело». Поэтому такая женщина будет несчастна. В чем же это проявляется? Господь Кришна показывает на своем примере. Господь Кришна – это в источнике вечного наслаждения. Он как идеальный супруг себя начинает вести. Во-первых, он ограничивает себя в сне. Он ограничивает себя в сне. Сон также является признаками гун. Вы знаете, да? Прабхупада говорит, человек в гуне благости спит 6 часов, ему достаточно. Поэтому мы культивируем гуну благости. Мы приучаем себя спать не более 6 часов в сутки. Также человек культивирует что? Гуна благости определяется знанием. Это не значит, что он спит 6 часов днем, а всю ночь что-то делает. Знание, он знает о времени, что есть мухурты. Он знает науку о мухуртах. Это, говорится, проявление гуны благости. Поэтому это не значит, что он спит в какое-то другое время 6 часов. Он спит 6 часов. То есть он никогда не будет просыпать мухурту. Мухурту. Самое благоприятное время для чего? Для служения Богу. Говорится, в мухурту первая волна нектара. Вишванатха Чакраварти Thакур объяснял. Первая волна нектара. То есть самый чистый вид божественной энергии распространяется в Брахма-мухурту в этих 48 минут. 48 минут. Самый чистый поток саттвы в материальном мире. То есть практически почти божественная энергия, почти шутха. Говорится, дыхание Вишну проникает в эти 48 минут. И если человек в этот момент бодрствует, даже просто бодрствует, он получает поток жизни. Какой? Духовной жизни. Поток духовной жизни. И именно в эти 48 минут нету раджаса и нету тамаса. То есть особо нету раджаса. Особо нет раджаса. И поэтому это такая критическая точка, говорится. Эти 48 минут критическая точка, когда саттва остается без прикрытия раджаса. Вот почему, когда раджаса нету, мы испытываем чувство, вроде бы хорошее чувство, да? Но быстро утомляемся. Почему? Потому что отсутствует раджас. И тамас рядом с саттвой в этот момент пребывает. Поэтому каждый может увидеть, что в эти 48 минут ему так тяжело. Почему? Потому что тамас. Человек отождествляет себя с телом. В этот момент душа питается. Душа получает очень мощную энергию. Душа счастлива. Но поскольку душа отождествляет себя с телом, она ничего не может понять, что к чему-то. И у нее противоречие возникает. То есть, с одной стороны, благо, да? Но поскольку я тело, для тела это благо чего? Нету. Оно в теле ищет это благо. А в теле пребывает в этот момент какая гуна? И раджас практически отсутствует. Ничего делать-то неохота в это время. Даже совокупляться. Живое существо в эти 48 минут даже совокупляться не хочет. Поэтому он такой, если его поднимут, он и так тяжело поэтому встать. Потому что, чтобы совершить действие, нужна гуна страсти. Нужен какой-то импульс, стимул. Стимул, говорится, такая палка заостренная, когда погоняют скот. Смотрите, вот слово стимул означает. Стимулировать, это значит как к скоту относиться. Если вы хотите кого-то стимулировать, значит вы думаете, что это скот. Скотина. Ему надо что-то. Как вы помните раньше, во время войны есть такие фильмы.
Когда кричали: эй, русский Ванюшка, оставайся, получишь водка, паба и гармошка. Это стимул. Это животное. Значит, они думают о вас, как о животном. Что давай, оставайся, продавай свою родину, продавай все. Потому что за что? За что ты сражаешься-то? За водка, за баба и гармошка. Все. Что тебе еще надо? Это значит животное. А за что люди сражаются? За свой секс, сон, еду. И они за это сражаются. Это оборона. Это стимул. Это стимул жизни. Поэтому муж, говорится, должен начать культивировать духовную жизнь. Тогда он не является обманщиком женщины. Женщина может не понимать. И вот в этом-то как раз вся идея Шримад Бхагаватам, что достойный муж – это тот, кто не обманщик. То есть он точно понял, что если даже еще моя жена не понимает, потому что она как ребенок, говорится, женщины как дети, они не сообразят даже, что их обманывают. Что муж просто зарабатывает деньги и культивирует духовную жизнь, просто ее оставляет в этом как круговороте рождения и смерти. И говорится, никто не должен становиться гуру, отцом и мужем, если он не обучился, как вырвать свою жену и детей из круговорота рождения и смерти. Итак, это первый фактор, о котором говорится, мужчина должен так действовать. Защитить женщину в первую очередь чем? Что он сам берет на себя основную тапасию. Следующее, что необходимо, он посвящает, Господь Кришна начинал повторять святые имена. То есть он начинал медитировать на себя. 2 часа после того, как он вставал, он совершал омовение и начинал медитировать. Мы называем это джапа-медитацией. 2 часа. А жены в этот момент проклинали петухов, брахму, мухурту и все остальное. Почему? Потому что женщине хочется там тепленько так. Он вставал в это время. И, говорится, все супруги Господа Кришны, они проклинали петухов, мухурту. Но петухи были необычные, это были индийские петухи. Необычные петухи. И они проклинали брахму, мухурту, они все проклинали. Ночь проклинали. Они думали, почему такая короткая? Потому что они любили Кришну. Им хочется с Кришной побольше, поваляться, пообниматься. Он вставал. Он совершал омовение, начинал медитировать. На кого он медитировал? Сам на себя. На свое имя, форму, игры. И в восторге был, кстати. Да, у Кришны нет вожделения, поэтому он может концентрировать свой ум сразу, мгновенно. Он повелитель ума. Сразу раз концентрируется и в экстазе. Ананда полная. Потом он читал богооткровенные писания. И говорится, что все царицы Двараки, эти Лакшми, они говорили, как прекрасно, что мы защищены дхармой, которая олицетворяется нашим мужем. Они понимали, когда проходило вот это у них, спадало вот это разочарование, поскольку они были целомудренными женщинами, они говорили, как здорово, что мы защищены дхармой мужа. Это называется обязанности мужа. Он исполняет свой дхарму. Потом Господь Кришна содержал, то есть он как бы давал немножко богатства, украшений. Он радовал. Говорится, красоту и добродетель, если ее не прославлять, она увядает. Он говорил, как ты хорошо сегодня выглядишь, дорогая. Ну, ты не могла бы встать и приготовить завтрак? И видя такие возвышенные качества, то есть, говорится, женщина особо привлекается отречением. Женщина теряет всякое уважение, когда видит, что муж привязан. Да, говорится, у женщины такое ложное эго, но она этого не анализирует. Это, помните, мы объясняли, что такое анализ. Многие не обладают аналитическим складом мышления, особенно тетеньки. Они не анализируют, что видя, что муж привязан, они теряют к нему уважение. Также видя слова мужа, муж говорит, да, я вот завтра встану, и не встает. И женщина уже сразу это подмечает. Она не думает, я вот все подметил, записал. Нет, это в виде такого чувства, ну, ты мой болтунишка. Видишь, уже несерьезно. Понимаете, да? Ну, ты мой, ну, спи еще, наверное. Спи, давай. Спи. А он, да конечно, ух ты мой герой. Все, это уже проявление материнского качества. Все, этот муж уже теряет. Поэтому мы видим, как женщины смотрят на этих великих героев в фильмах. Да? Это такого мужчины, который там на самом деле сказал, сделал. И поэтому они... А тут этот вот сидит, вот, мой замухренье.
который ждет от меня, что я стану сати или шачи. Да? Женщина не будет уважать. Верьте. Я вам из опыта говорю. Женщина также меняется в виде ваших возвышенных качеств, особо в виде вашего отречения. Она начинает вдохновляться быть женой настоящей. Потому что это проявляется мужественность в этом. Кришна говорит, это мужественность проявится. В этом проявляется мужественность человека. Воин, кшатра, человек чувствует себя защищенным. Женщина, когда чувствует кшатру, она становится женщиной. Она все хочет отдать кшатре. Кшатра называется. Не кшатри, а кшатра, то есть защита. Я ничего не боюсь. Ничего, что у меня проблемы в голове. У меня муж такой классный. Мало ли что-то у меня взбредет в голову. Он меня защитит. Что у меня там в теле? Да я всегда знаю, что муж меня защитит. Она ничего не боится. Говорится, при виде мужа у женщин должны ослабевать тройственные страдания. При виде только мужа. Тройственные страдания ослабевают. Я вижу мужа, у меня что-то какие-то были там недоразумения в голове, все, сразу все исчезло. Как люди говорят, было столько вопросов, вас увидели, вопросы исчезли. Было столько обид, вас увидели, обиды исчезли. Так должен себя муж вести в семье. Таким должен муж быть для жены. А чтобы это все качества эти развить, он должен получить, мы говорили, теджас и оджас. То есть силу тапаси, силу служения, силу преданности. Итак, следующее. Мужчина должен жертвовать. Также описывается в Шримад Бхагаватам, где Бхишмадева объясняет, что грехастха, который не жертвует, является грехометхой. 50% его доходов должно каждый раз отдаваться на служение Богу. 50%. Он это не говорит, как Прабхупада. Ну, хотя бы 30 отдайте, 10, давайте с десятины начнем, с пятины, с третины, с однины, с 0,5. Он говорит 50%. Если он отдает 50%, семья его защищена. Так же, как и он защищен. На служение Богу. 50%. Таким образом, говорится, за все чувственные наслаждения нужно платить. И поскольку грехастха все-таки наслаждает каким-то образом свои чувства, он должен расплачиваться за это. Смотрите, расплачиваться 50%. Если он это не отдает на служение Богу, то он покрывается душкритотхой. Что такое душкритотха? Реакциями. За каждое чувственное наслаждение в семье. По отношению к детям, к жене, к утвари. Знаете, утварь. Огородик там, туда-сюда. Хорошо на огородике все сделал. У него, то есть, нету времени делать хорошо для Бога. Значит, он все это делает для своих чувственных удовольствий. И таким образом, раз ради чувств он действует, значит, действует из вожделения. Значит, покрывается чем? Душкритотхой. Реакциями. Он должен быть покрыт реакциями. И чтобы этого не произошло, 50% от своего заработка, дохода, он должен отдать на служение Богу. Таким образом, все сразу нейтрализуется. Если он еще следует 4 запретам, говорит Шримад Бхагаватам, он выходит из-под влияния века Кали. Век Кали — это деградация. Деградация проявляется в золоте, в 5 элементе, проявляется в употреблении дурманящих веществ, в незаконных сексуальных взаимоотношениях. Это значит даже неурочные половые отношения с собственной женой. Это высокий уровень такой, мы будем говорить об идеале, не говоря уж там с кем-то с другим. Выражается в том, что он ни в коем случае не ест мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок, там все, что развивает гуну страсти. То есть, а раз гуна страсти, из нее родится что? Вожделение. А из вожделения родится что? Грех. Грех. Папа рождается из греха. И он ни в коем случае не занимается никакими финансовыми махинациями. Что? Оберегает семью. Потому что любая финансовая махинация сразу вызывает реакции. Кого? Воры. Как Христос говорит? Воры, ржа и тля. Воры, ржа и тля. Вся эта тамагунная вся система начинает проявляться. Если человек начинает прибегать к черным операциям, где-то там что-то выкручивать, он становится объектом посягательств слуг Господа Шивы. Всякие духи, привидения, гномы, всевозможные, там всякие репликоны, они все контролируют эту систему. Весь черный рынок контролируется тонкими живыми существами. Это описывается в Шримад Бхагаватам.
Поэтому человек, прибегая к тонким операциям, что для своих чувств, то есть нарушая какие-то законы, он тут же попадает под адхипхуту, то есть под демоничное влияние, демоничной потенции. Он будет атакован бандитами. Несомненно, 100% рано или поздно. Кто-то уже его собирается ракетнуть, кто-то ему счетчик уже пытается. И создать, и говорится, Господь Шива найдет момент, как это сделать. То есть одно неловко брошенное слово, то есть спровоцирует. Это называется провокация. То есть будет провокация. Нет никаких, но вас спровоцируют. Вы скажете что-то, неправильно себя поведете, и вас покроют. Неважно, уже желание пошло, причина будет найдена. Потому что причина скрыта в вашем собственном поступке. И говорится, человек, который занят этими 4 видами греха, он свою семью ставит под угрозу. И семья даже об этом не знает. И аплодирует ему, восхищается. Думает, что так здорово, что он все это делает. Ну ничего, дорогой, давай, выпей. Ну ничего, дорогой, давай, совокупись. Ну ничего, дорогой, давай, сделай. Все, и семья даже не понимает, что вместе с каждым с этим поступком горе все ближе и ближе подходит. Горе все ближе и ближе подходит к этому. И кали деградация, то есть способность к духовному восприятию, способность к восприятию духовной науки уменьшается. Человек все больше пропитывается вожделением. Гуна-страсти все увеличивается. Как узнать, что я пал? Появилось вожделение. Как узнать, что я совершил оскорбление? Любое оскорбление ослабевает вкус к духовной жизни. А говорится, вожделение уходит только от того, что появляется вкус к духовной жизни. Таким образом, оскорбление совершил, уменьшился вкус к духовной жизни. А значит, взамен что? Увеличился какой? Увеличилось вожделение. Можно также увидеть, сколько я совершаю оскорблений. Может, по моему-то я не совершаю. Но почему же тогда так работает все? Нет иной причины. Значит, должен узнать, как правильно себя вести. Этика, этические нравственные ценности. И мы узнаем, как Санатана Госвами, он сидел и смотрел Лилы Кришны, и проходил хромой Браман. Он даже его не видел, он сидел с закатанными глазами. И Браман проходил мимо. И там какая-то Лила Кришны была. И Санатана Госвами заулыбался. А Браман был хромой, и он подумал, что он смеется над его хромотой. И проклял его. И способность видеть духовную лилу исчезла. Он невольно совершил оскорбление. Невольно. Он даже не хотел его оскорблять. Даже за невольное оскорбление произошел фактор падения. И Господь Чайтанья, когда он прибежал, сказал, он сказал, иди найди того Брамана, упади к нему в ноги и все объясни. Я ничего не могу поделать. А он даже вайшнав у него. Он сказал, я даже не могу ничего тебе сделать. Почему? Потому что тот Браман очень строго следовал своей дхарме. Он не был вайшнавом. Он был там браманом-персоналистом. Но он очень строго следовал своей дхарме. И поэтому у него был Брахма Теджаса. Это сила брахманическая. И он этой брахманической силой отнял у него реализацию. Это ж такое. И он пришел и извинился перед этим Браманом. Браман, когда все узнал, он: ой, ты прости меня, сам начал извиняться, обниматься они стали. Он стал даже преданным. Но Господь Чайтанья показал всем, что нужно быть очень осторожным. Очень осторожным. Ваша сила духовная может исчезнуть. Итак, тогда женщина может надеяться, что все ее способности, кто-то должен взять на себя обязанность. Либо женщина должна начать то, что мы обсуждали, культивировать, либо мужчина. Но поскольку мужчина считается более сильная часть, они все претендуют на свою силу. Посмотрите, мужички-то. А? Есть здесь мужички, кто не претендует на свою силу? Прямо при женщинах, можете сказать? Видите, никто не скажет. Видите, каждый из себя мужичок ноготком. Поэтому говорится, Прабхупада говорил, давайте примите. Он особо обращался к мужскому населению. Он говорит, хватит ждать от них эмансипации, что они тут все начнут делать. Они примут, когда увидят, что вы вдохновлены. Они примут это. Женщины более даже религиозные, говорит. В Бхагаватам описывается, что женщины более религиозные. Они более склонны обращаться к религии в разных проблемах, чем мужчины. Почему? Потому что мужчины, благодаря вот их вот такому эгоизму, они сами. А женщина всегда считает себя такой слабой. И она думает, по крайней мере, религия дает силу. И она будет через религию это делать. Поэтому в Бхагаватам описывается, что особый век, да вообще во всей эпохе женщины были более религиозны. Но их религиозность была какая?
всегда направлены на мужа, детей, на дом. Все. Они все просили этого блага семейного. Они были хранительницами семейного очага. Поэтому их религиозность была семейной. То есть для семьи вся. То есть Бог, чтобы сохранить семью, должен был. Итак, женщина следует дхарме. Это очень важно. Женщина обязана следовать дхарме. И здесь говорится, что нужно учиться развивать определенные способности. Гнев, говорится, укращается прощением. Нужно научиться не гневаться, не обижаться. Обида — это значит, вы не простили. Таким образом, наука целая, как научиться прощать, чтобы там не осталось. Это обида. И мы видим, как люди говорят, что-то между нами произошло, но теперь мы все равно не можем построить отношения. Почему? Они не умеют прощать. Оказывается, это тоже наука, уметь прощать. И как можно простить? Только когда у нас есть реализованное знание о взаимоотношениях с Богом. Таким образом, опять же, через Бога. Если мы знаем, если в нашей жизни восстановились ценности, то способность прощать усиливается. Какие истинные ценности? Поэтому Прабхупада говорит, мир во всем мире восстановится. Никто не будет обижаться, никто не будет ругаться, все будут прощать. Почему? Потому что ценности будут восстановлены. Все будут понимать, в чем ценность. За что мне обижаться? За квартиру, за машину. Это не ценность. Говорится, надо относиться ко всем материальным богатствам как к мусору на улице. Не как на мусор дома, а как к мусору на улице. А на улице мусор во. Хочешь бери, хочешь не бери. Следующее. Говорится, недозволенные желания человек должен победить, в частности, с мужчиной это говорится. Мужчина должен научиться прощать. И женщина, мы сейчас говорим уже о мужчинах, а какие мужчины должны качество развивать. Говорится, недозволенные желания, они побеждаются непланированием. То есть не надо строить планы, а недозволенные желания. Вот иногда появляется греховное желание, надо просто не планировать. Желание, помните, да, я рассказывал? Желание, виджа. Потом называется планирование, кутастха. Потом начинается действие, пхаламукха. И как результат, плод этого действия, прарабдха. Таким образом, желание может быть греховным. Надо узнать, что является греховным желанием. Поэтому не надо его даже планировать. Просто, есть желание, пройдет. Потому что желание, оно импульсное. Желание всегда импульсное. Что значит импульсное? Оно появляется как результат прошлых желаний. Но если вы даже не планируете его осуществить, оно некоторое время сидит и исчезает. Вы знаете, как человека на 10 лет посадят, он даже не планирует ничего эти 10 лет. Потому что он полностью погружается в жизнь зоны. Потому что он понимает, 10 лет мне тут планировать надо. Как тут себя вести тут, все планы теперь тут. Поэтому эти желания отбрасывают. Зачем себя только травить, да? Думать. И человек так думает. Зачем? Только травить свою душу, свой ум. И так говорится, недозволенные желания уничтожаются на уровне биджи. То есть человек не переходит к этому аспекту кутастха. Он не планирует. Зачем? Я буду их осуществлять. Они греховны. Он знает об этом. А то, что они меня мучают, они постепенно, надо потерпеть. Таким образом, он терпение также культивировать начинает. Надо потерпеть. Оно исчезнет, несомненно. Потому что это желание, оно отражается в чувствах. Я должен перейти из чувственного уровня. Мало ли что, потерплю. Ничего страшного. Исчезнет. Подобно смене, уходу зимы и лета. Да? Следующее. Жадность. Жадность и сексуальные привязанности. Служением и жертвоприношением. То есть благотворительность устраняет жадность. А жадность является результатом удовлетворения сексуальных потребностей. Таким образом, когда человек щедрым становится, его половая потенция также уменьшаться начинает. Поэтому говорится, когда человек озабочен сексуальными проблемами, ему нужно просто раздавать, беспрестанно раздавать богатство. И тогда его вожделение начинает уменьшаться. Но при этом нужно соблюдать 3 закона пожертвования. Кто помнит какие? Никогда не думай, сколько ты дал. Ух, я столько дал. Да. Второе. Не гордись. Не гордись. И третье. Не будь подозрительным. То есть не думай, правильно его потратили или неправильно, туда его отправили, не туда.
И говорится, что если человек третьи вещи контролирует и так дает, тогда его вожделение будет уходить. Чем больше он дает, тем больше вожделение будет уходить. А когда вожделение уходит, проявляется гуна благости. Свет проявляется, он начинает видеть вещи такими, какие они есть. Знание приходит, и этот свет сжигает. Свет этого знания, благотворительности, это жертвоприношение, сжигает последствия греха. Поэтому он говорит, гуна благости просветляет и освобождает от последствий греха. Значит, в будущем не придется страдать за все это. Я отдал. И вместе с этим отдал что? Свои грехи. Свои грехи. И Рупа Госвами говорит, наш акт жертвоприношения, он выражается для греха с чем? Грехастха отдает 50% и говорит, это должно использовано быть на служение Богу. Служение Богу, там, поддержание вайшнавцев, но не на чувственные наслаждения. Я это отдаю на служение Богу, Кришне. А служение Богу какое? В каждой деревне и в каждом городе. Я даю вам на распространение сознания Кришны эти деньги. Вот в этот момент, как он это произнес, отдал все. Говорится, на этом он совершил свой акт. Поэтому, говорится, эта подозрительность, это есть вожделение. Почему? Потому что как будут использоваться эти лакшми, за это уже принимают ответственность кто? Те, кто их принял. Слуги. Теперь это уже их карма. Если они используют это в служении Кришне, всем благо. Если они используют это на чувственное наслаждение, им будут проблемы. Но этому человеку благо. Почему? Потому что до момента передачи акт совершен. Кришна присутствует, Кришна принял. Человек сказал, это на Кришну. Это не на чувственное наслаждение. Все. И Рупа Госвами говорит, поэтому подозрительность есть проявление вожделения. Гордость есть проявление гуны страсти, демонизма. А жадность, то есть когда человек, вот я столько дал, ой-ой-ой, сколько дал я, ой, подсчитывает как бы, сколько дал. Это есть проявление чего? Бесчестия, говорится. Нечестия. То есть самого акта жертвоприношения не совершилось. То есть такое жертвоприношение, оно не даст блага, не освободит. Даже если человек дал, но не соблюдает внутри вещи внутри себя, блага не получит. Получит столько же. Кто-то ему также где-то отвалит ту же самую сумму. Когда? Когда он будет так же. Страдать или что-то делать. Итак, следующее. Беречь деньги он должен, оставшиеся деньги. Тоже учиться бережливости. В чем проявляется бережливость женщины и мужчины? И Бхишмадева говорит, в круге общения. Мы становимся расточительны только по причине того, что мы общаемся в неправильном кругу. Общение. Когда мы общаемся с преданными, у нас деньги всегда удерживаются. Как только мы общаемся с не очень преданными, как у нас деньги рекой начинают уходить. И Бхишмадева говорит, расточительность зависит от общения. От общения. Непрактичность. Это все общение. Поэтому он говорит, человек должен общаться с продвинутыми личностями. Тогда он не станет расточительным и деньги будут сохранены. Также еще говорится, страстные желания. Страстные желания. То есть говорится, из гуны страсти возникает похоть. Но похоть возникает, иногда бывает страсть без похоти. Говорится, эту страсть можно устранить Мауна-вратой. Я не знаю, вот, Харе Кришна, мало я слышал об этом. Но, допустим, в буддийской традиции, в Шримад Бхагаватам есть указания. Поэтому нам говорят, не проджалпируй. Так говорится о Мауна-врате. То есть не проджалпируй, не говори на мирские темы. Говори только о том, что связано с Кришной. И вот, допустим, в буддийской традиции там есть, каждую неделю человек 24 часа должен молчать. Ни одного слова не говорит. Каждую неделю Мауна-врата, чтобы избавить себя от страстных желаний. Когда вы молчите, сохраняете вакша-шакти. Когда у вас куда-то в другое, лучше работать, когда вы молчите. Вообще, не да-да, никаких. Рот может открыть, но никаких звуков оттуда не должно вылетать. 24 часа. Хотя бы одни сутки. Надо молчать. Таким образом, человек учится молчаливости, сдержанности, и это также сдерживает его определенные страстные желания. Итак, женщина может быть спокойна, если она благовоспитана, поэтому
говорится, что женщина должна искать такого мужа. Такого мужа. Если у нее нет такого мужа, по крайней мере, она должна в мере постараться его очень искусно, через свои хорошие качества, через свое смирение, его переориентировать, перенаправить. То есть, что это означает? Если ты служишь Кришне, я служу тебе. Вот так, как ты хочешь. Прям как Бхагаватам описывает. Но она может так не говорить. Просто она может так вести себя. Читал джапу, она прям такая кулинарная.